Приветствую, друзья! После поистине феноменального успеха Canon компания Yanrin решила закрепить свои позиции и выпустила уже вторую инкарнацию данных наушников. По количеству драйверов ничего не изменилось. Это все тот же динамик и 4 арматурных излучателя, отвечающих за средние и высокие частоты. Однако по качеству того самого динамика был сделан серьезный прорыв. Ну и блок настройки получил совсем иную логику. В общем, сегодня мы говорим о, без сомнения, новом хите среднего сегмента Yanrin Canon 2. А что они творят в плане микродинамики, это просто какое-то безумие. Собственно, друзья, поехали! Пришла модель в солидной такой коробке черного цвета с характеристиками на обратной части. Насколько я понял из иероглифов, чувствительность ее составляет 112 дБ, а ее импеданс может меняться от 27 до 40 Ом. Это важно, так как сопротивление у первой версии составляло всего 8 Ом. В комплект нам положили вип-карточку, набор макулатуры, иголку, плотный фирменный кейс и уже знакомую нам коробочку серых силиконовых амбушюр. Насадки нормальные, можно ими пользоваться. Кабель тоже отличный, гибкий, витой, с металлическим штекером и сопротивлением на каждый из жил, равным 145 тысячных Ома. У него я нашел всего лишь один недочет, слишком уж тяжело его извлечь из наушников. Однако вам таким не советую заниматься, просто сразу подумайте, какой штекер вам нужен. Сами чашечки выполнены из медицинской смолы. На свет в них можно различить систему излучателей. Звуковод металлический, а компенсационное отверстие привычно уже выведено назад, туда, где расположились целых 2 переключателя настройки, которые, в отличие от первой версии, все отвечают исключительно за низкие частоты. Раньше же можно было отдельно регулировать бас, середину и верха. С внешней части, помимо логотипа производителя, добавили интересную такую полосатую текстуру с зеркальным эффектом. Смотрится это, признаюсь, эффектно, намного лучше первой ревизии. Сидят наушники удобно, да и с звукоизоляцией тут все прекрасно. Вот так, друзья, это все и выглядит. В качестве основы для графиков я выбрал конфигурацию 1.1, то есть все переключатели вверх, которая дает небольшой буст низким частотам. Так вот, у нас здесь резкий, но несколько вальяжный по затуханиям импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом, причем на других экземплярах все обстоит примерно так же, и искажения в пике, достигающие 58%, что довольно-таки неплохо. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 80 и 98 миллисекунд без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с пологим таким заходом на середину. Аналогичные амплитуды выделения области разборчивости, пик на 4,5 кГц для имитации ушной раковины, еще один на 6 кГц и классический уже резонансный пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего уровень немного снижается, но честно доходит до границ человеческого слуха. Переключая тумблеры, мы по факту меняем максимальный уровень и угол наклона низких частот. Те, кто любит бас, однозначно оценят описанную мной конфигурацию 1.1. Для тех же, кто хочет баланса, идеально подойдет 1.0 или 0.1. В них вообще никакой разницы нет. Ну и 0.0 сделают звук заметно светлее, если вам такое по душе. Отличный, на мой взгляд, график с акцентами на всех ключевых точках и возможностью выбрать необходимый по характеру уровень баса. Слушая Yanrin Canon 2, я почти сразу отметил невероятную мягкость звучания и лучшую динамику низких частот по сравнению со старшими Moonlight. Сравнивать их с чем-то другим, на мой взгляд, лишено всякого смысла, так как герой обзора намного взрослее и выразительнее подавляющего большинства наушников из своего сегмента. Все, что ниже, вообще не удел. Так вот, с новым динамиком мы получили куда более утонченные текстурные низкие частоты,
частоты и вместе с тем просто невероятный прирост магнетичности. Да, оторваться от Moonlight тоже невозможно, но здесь уровень погружения в материал вышел на совершенно новый уровень. И это я описываю настройку 1.0. В 1.1 там вообще какое-то сумасшедшее буйство вибраций. Уверен, ценители баса такое оценят. В плане разрешения Янин опять-таки склоняется к естественному, близкому к оригиналу звучанию, без чрезмерной четкости, хлесткости и мониторной сухости. Звук слегка жирненький, с хорошо ощутимым телом, объемом и предельно целостной музыкальной картиной. Все нюансы исполнения как на ладони, однако прямо акцента на них не делается. Все ровно, как при прослушивании музыки в зале или, скажем, на студии. Хотя последнее определение все-таки больше подходит Moonlight. В Canon 2 есть какая-то особенная музыкальность, сочетающая в себе одновременно и мягкость, и собранность. Увы, без сурового реализма, который мы слышим в Moonlight, но на слух это даже более эффектно и притягательно. Если вы любите непосредственно красоту или так называемую мелодику, от новых Canon вас будет не оторвать. В чем же тогда подвох, спросите меня вы? Все просто. В сравнении с Moonlight у Canon 2 чувствуется некоторое упрощение по высоким частотам. Их слегка прибрали, да и по утонченности затуханий они уступают старшей версии. Так что если вы любитель выслушивать отзвуки тарелочек и делаете особый упор на перкуссию, то имеет смысл добавить денег до Moonlight. В остальном же Canon мне понравились гораздо больше. По эмоциональности, выразительности и музыкальной составляющей герой обзора, как говорится, просто отвал башки. Очень рекомендую. К сожалению, сравнить версии данных наушников я могу исключительно по их настройке и по своей памяти, где звук у первой модели был чуть суше, менее эмоциональным, и во всех конфигурациях, кроме 0.01, высокие так заметно отходили на второй план. В этом новая ревизия однозначно лучше. Ну и пики на верхней части средних частот у первой версии были чуть более агрессивны. В новой же реализации им удалось добиться намного лучшего баланса. Более того, у героев обзора они логичным образом продолжают середину, то есть наделены тем самым жирком, глубиной и певучестью. Имеет ли смысл сегодня покупать первую ревизию? На мой взгляд, нет. Единственный аргумент в пользу прошлой их инкарнации – это низкая цена. На Алиэкспресс я видел разницу между ревизиями почти в 10 тысяч рублей. Если нужно сэкономить, то, конечно, вариант. А вообще новая версия еще выше подняла планку качества для наушников за условные $400. По стилистике, на мой взгляд, они абсолютно универсальны. Предвижу, что кому-то из новичков тут может чуть не хватить остроты атак, но это в силу малого опыта или, если есть цель, хоть до чего-то докопаться. Я слушал много разного, от металла и около джазовой электроники до симфонических оркестров и всяких инструментальных живых команд. Везде отличная прорисовка, шикарное разделение, прекрасно переданная глубина сцены и просто завораживающий акцент на динамике. Даже я со всем своим опытом неоднократно ловил вау-эффект и уносился в пучину звука, проглатывая альбом за альбомом. Такое, без сомнения, у меня уже было, но там данный эффект зависел от связки источника и наушников. Здесь же просто возьмите что-то из актуального дороже $60 и уже будет результат. Итогом гибридные пятидрайверные наушники Yanin Canon 2 удобно сидят, кабели насадки в комплекте отличные, ну и очень знатно они поработали над внешней частью. Смотрятся они теперь ровно как и звучат, то есть максимально эффектно и со вкусом. Бас здесь сочный, собранный, с просто превосходной динамикой и потрясающей глубиной, которую вы, конечно же, можете подстроить под собственный вкус. Серединка естественным образом выходит из низких частот и составляет с ними единое цельное музыкальное полотно. Она предельно живая, объемная и прямо сверхвыразительная. Сэкономили же тут, да и не сказать, что сильно, лишь на высоких частотах, которые однозначно улучшились, но все равно далеки от возможностей старших моделей компании. Впрочем, они здесь, так сказать, на своем месте, такие же весомые и музыкальные. В остальном отличная
Идеальная детализация, высокая мелодичность, эмоции буквально зашкаливают, а уровень погружения в материал я бы охарактеризовал как тотальный. Это однозначно одна из лучших моделей наушников, что я вообще слушал, включая различные брендовые полноразмеры. Прямо настоятельно их вам рекомендую. Просто кайф. А на этом у меня все. Это были наушники Yanin Canon 2. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзьям, добра.